Здравствуйте! Вы смотрите Stop Fake News, 15-й еженедельный выпуск опровержения неправдивых новостей о событиях в Украине. Меня зовут Марго Гантар. В соцсетях, а также на некоторых провокационных российских сайтах активно распространяется фотография группы мужчин, одетых в разнородную военную форму. Они стоят на фоне самолета. Один из участников группы поднимает правую руку в нацистском приветствии, также называемом «Зига». Эту фотографию преподносят как коллективный портрет украинских десантников перед посадкой на Ил-76 13 июня 2014 года. Этот самолет направлялся в Луганский аэропорт, возле которого был сбит боевиками так называемой армии ЛНР. В результате падения самолета все 49 пассажиров на его борту погибли. Однако это фото фейковое, оно не имеет никакого отношения к украинским военным, погибшим в Ил-76 в ночь на 14 июня. На нем и вправду украинские солдаты, однако фото появилось в сети как минимум на месяц раньше. Например, 18 мая 2014 года на странице прокоммунистически настроенного европейского пользователя Арма Пролетария в соцсети Twitter. Кроме того, в соцсетях и на форумах распространяются и другие фейковые фотографии Ил-76. Так, в разделе «Донецкая Народная Республика» на сайте города Мариуполя утверждается, что самолет перевозил бронетехнику, и в качестве доказательства приводится фото якобы момента погрузки. На самом деле эта фотография не имеет никакого отношения к событиям в Луганске. Она была снята еще в 2006 году. 16 июня в соцсетях начали активно распространять фотографию девочки вместе со стихом, который посвящается 5-летней девочке, погибшей в Славянске. Этот же пост активно распространяется ВКонтакте. На фото действительно покойная девочка, вот только умерла она не в Славянске, а в российском Уссурийске в 2013 году. На снимке 8-летняя Анастасия Луцишина, которая умерла от рук таксиста-убийцы. В интернете есть сайт, который посвятили убитой в Уссурийске Анастасии. На портале есть фото убийцы и петиция президенту России с просьбой возобновить смертную казнь. 18 июня на своей странице в Лив-интернет пользователь полковник Баранец поместил фото убитого ребенка с призывом к юго-востоку Украины отомстить украинской хунте за смерть своих невинных детей и внуков. Полковник Баранец известен читателям «Комсомольской правды» как военный обозреватель данного издания. Фото моментально разлетелось по соцсетям Twitter и ВКонтакте. Однако оно не имеет никакого отношения к происходящему на юго-востоке Украины. Это снимок убитой девочки в Сирии, который появился в Твиттере 13 июня и активно начал распространяться по соцсетям 14 июня. Множество украинских СМИ распространяют информацию о том, что эксперты ООН в своем очередном докладе о состоянии прав человека в Украине подтвердили причастность российских спецслужб к трагическим событиям в Одессе 2 мая. Тогда вследствие уличных боев и перестрелок, а также пожара в Доме профсоюзов погибли более 40 человек, множество получили ранения. Большинство СМИ подают примерно следующую информацию. Обнаружены доказательства подготовки беспорядков в городе и событий в Одесском Доме профсоюзов российскими спецслужбами. Достоверно известно об участии 2 офицеров ГРУ, сказано в 3-м докладе миссии ООН по правам человека. Это неправда. Вот полный текст доклада ООН. В нем нигде не упоминается Главное разведывательное управление России. В единственном месте в тексте, где упоминается словосочетание «2 офицера», речь идет о служащих украинской СБУ, которые 25 мая пытались договориться с луганскими сепаратистами об освобождении своих ранее задержанных коллег, однако сами также были задержаны. О российских гражданах и их возможной причастности к событиям 2 мая в докладе есть упоминание, однако лишь со ссылкой на заявление украинской СБУ. 3 мая СБУ публиковала имена и паспорта 3 граждан Российской Федерации, якобы причастных к столкновениям 2 мая. Сами эксперты ООН своих выводов о причастности российских спецслужб не делали. При этом подчеркнем, что StopFake не утверждает как о причастности, так и о непричастности российских спецслужб к этим событиям. Это были фейки, которые появились в течение прошлой недели. Больше вы можете найти на нашем сайте stopfake.org. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Благодарим за ваш интерес и поддержку. Если вы считаете проект StopFake нужным, вы можете помочь нам. Реквизиты для перечисления средств на развитие проекта находятся на нашем сайте stopfake.org. Оставайтесь с нами.